Приехали в отель. Отель называется Ибис. Он находится вроде как в центре, как я поняла, через Google карты. Сейчас посмотрим, что за номер у нас. У нас вот такой необычный номер. Здесь раздвижная часть, где должна быть ванна. Она раздвигается, эти двери. Можно раздвинуть и объединить. Сейчас еще детскую кроватку должны принести. Уже вечер. Не показать, но здесь симпатичненький вид. Там ресторан и детская площадка есть. Собственно, из-за чего мы выбрали этот отель. Вот и прошла наша первая ночь в Индонезии. Тяжеловато было. Ночью проснулись, часа в 2, наверное, или в 3 все. Походили и легли спать опять. С утра сходили на завтрак в отеле и сейчас на детскую площадку наконец-то добрались. Индонезийская детская площадка. Ну, правда, не общественная, а в отеле. Выбрались из номера, немножко прогуляться, из отеля вышли. Прошли 2 километра вдоль национального парка и обратно. Вот где национальный парк, здесь хорошие тротуары, можно пройти. А чуть-чуть дальше отходишь, местами совсем проблемы с тротуарами, их нету. Но в целом пока что здесь в центре мы гуляем, проходим везде с коляской. Движение очень интенсивное, но в принципе дорогу можно перейти иногда по пешеходному переходу, когда загорается красная машина. Очень много отелей в центре, и строящихся, и уже действующих, высотки такие разные, разного дизайна. В целом симпатичненько. Сейчас температура около, наверное, 28 градусов и очень высокая влажность. Выходишь на улицу, сразу весь становишься мокрый. Мы уже вторые сутки в Джакарте. Вчера вышли погулять по улицам здесь неподалеку. Ну, если честно, такое себе ощущение. Страна на 90% мусульманская, и многие очень женщины ходят замотанные. Кто-то вообще полностью, кто-то только голова, ноги, руки, лицо открытое. Но туристов не так много, хотя отелей очень много в этом районе, практически одни отели. Нет супермаркетов, только отели вокруг. Рестораны есть, но в основном с местной кухней, которая мне, если честно, не очень нравится, потому что еще и детей нужно кормить, и из местного мы можем их кормить только рисом, картошка фри. Вот. И нет ощущения безопасности, хотя я почитала в интернете, вроде достаточно, средний уровень безопасности, то есть каких-то насильственных преступлений здесь не так много там карманных краж и всякого такого, но как-то ощущение такое, что не хочется вообще из отеля выходить, а в отеле хорошо, безопасно, все услужливые, приветливые, персонал всегда идет навстречу, а вот за пределами отеля, хотя люди вроде улыбаются, но они тебя очень внимательно рассматривают, и это доставляет какое-то неудобство и чувство неуютное какое-то. В общем, сегодня собираемся пойти в большой торговый центр. Здесь самый центр называется «Золотой треугольник». Вроде как очень туристическое место, и должно быть там поспокойней. Ну, посмотрим. И еще я даже телефон не достаю, не знаю, то ли из-за этого общего ощущения небезопасности, то ли из-за рассказов некоторых знакомых, которые я слышала по поводу того, что у кого-то украли телефон, прямо из руки вырвали. Поэтому я мало снимаю, если буду снимать, то так из-под полы, наверное. Ну, посмотрим. Решили поехать на такси до торгового центра. Здесь вроде как недалеко, но по этим улицам не особо хочется гулять. Макс сегодня попытался найти лаундри, ходил недалеко от отеля, говорит, тут вообще трущобы такие жесткие, не особо хочется пешком ходить, тем более с коляской. Сейчас поедем буквально, наверное, 5 минут ехать. Пока едем, немного покажу район, где мы живем. Да, в общем-то, самый центр. Здесь вот можно пройти, хорошая дорожка сделана, но в некоторых местах прям хочется убежать побыстрее. И тут вдоль этой дорожки проходит канава, такая как сточная, и вечером оттуда просто кишмя кишит этими не муравьями, а комарами. Мы еще прочитали, что здесь высокий риск малярии, и поэтому еще вдвойне страшно гулять.
Хотя выглядит все достаточно прилично. Хорошие дороги, в некоторых местах хорошие тротуары, но очень контрастно. Очень контрастно. Иногда вот такие какие-то непонятные палатки. Прям на улице люди едят, сидят с детьми возле своих палаток. Какие-то домики непонятные. Детские кресла здесь не используются. Очень много мотоциклистов, и мотоциклисты ездят с детьми целыми семьями. По 4 человека. Я видела из грузов. Вот с маленьким ребенком тоже. Растительность здесь очень красивая, все-таки тропики. И красивые, пышные, зеленые все деревья. Хорошая сочная травка. Какая-то непонятная речушка. Много машин новых. В основном все машины новые. В основном Тойоты. Не видела никаких развалюх. Все-таки более-менее современные машины. Много широких магистралей и развязок. Движение достаточно плотное. Мы переходили пару раз дорогу по светофору. В общем-то, перейти дорогу можно. Я боялась, что будут сложности перейти дорогу. Но, конечно, только по светофору. Вот мы сейчас едем. В общем-то, выглядит все достаточно безопасно. Нет никаких странных людей на улице. Но когда ты идешь пешком, еще и с коляской, как-то нет ощущения безопасности. Еще такое ощущение неопрятности не только из-за мусора вокруг, но и из-за кучи проводов, которые идут от столба к столбу прям огромными мотками. Некоторые на столбе висят. Ну а так растительность красивенькая тут. Если в другую сторону посмотреть, цветочки. Здесь вообще современный район. Вон какие-то торговые центры. Наверное, мы в этот едем. Кажется, да. Высотки. Ну а тут вполне современно. Вообще все современные магазины. И симпатичные дома. Да. Торговый центр большой, красивый. Здесь так красиво оформлено. Внутри зеленый дворик с рыбками. Сейчас мы здесь погуляем, попробуем найти прачечную, постирать вещи. И пойдем пообедаем, наверное, в Икею. Рыбы огромные рыбы, красивые такие. Я таких только на картинке видела. С такими хвостиками. Торговый центр просто огромный. Бесконечное количество магазинов, больших и маленьких, ресторанов. Огромная детская площадка. Девочки наши заинтересовались, мы пообещали, что придем сюда еще раз. Зашли в Икею, думали, поедим традиционных привычных блюд. Но вот это что-то явно местное, непонятно, что это на вкус. Это белое. Но так вкусно все. Это репа. Репа? Это репа. Мы опять в торговом центре. Сонечка в прошлый раз увидела эту детскую зону и очень просила сильно здесь поиграть. Мы приехали с утречка в будний день, чтобы народу было немного. И вот сейчас на час ее туда спустили. Амелька уснула, так что отдыхаем. Сонечка играется. В пакете. Большой очень комплекс в центре торгового центра. Амелька проснулась, и мы с ней решили проехаться на паровозике. Конечно, она хотела куточки, но мы сошлись, договорились на паровозике. Поехали, Амель! Смотри, мы на паровозике. Чуп-чуп! Зашли в большой супермаркет в Индонезии, в Джакарте. Посмотрим, что здесь такое. Это вообще какие-то непонятные овощи. Огурцы. Вот это что такое, неизвестно. Видно, только это местной валюте.
Переводить сложно мне пока. Так, это что-то такое лучок, что ли? Зелень красная. Картошка здесь вот такая. Интересно, это батат? Или просто такой форма картофеля. На входе сразу дуриан встречает нас. А, вот обычная классическая картошка. Помидоры. Из необычного здесь всякие фрукты экзотические для нас. Это не помню, как называется. Папайя, маленькие ананасики. Аромат такой сильный. Такие еще всякие разные фрукты. Даже не знаю название половины. А вот такой я пробовала. Он на ощупь как змея какая-то. На самом деле тут очень много всего необычного. Такие сладости необычные. Нашли мы чипсы из нори. Это какие-то тоже необычности. Ходим тут как в музее. Леденцы с сосисками, что ли? Нет, это какой-то похоже орех. В местной кухне очень много фри и всякого во фритюре приготовленное. Тут масло продается в таких пластиковых мягких мешках. А это отдел для любителей лапши быстрого приготовления. Здесь лапша на любой вкус. Но только на любой азиатский. С лаймом. Острая. Всякое разное. В этом огромном магазине можно купить все. И носки, и сковородки, и трусы, и модный обед, и молоко. Все, что хочешь. Можно целый день тут рассматривать. Если Что я хочу сказать про Джакарту? Город очень контрастный. Есть много дорогих отелей, дорогих ресторанов, и тут же они соседствуют с трущобами, с уличной торговлей стихийной, с проводами, свисающими от столба к столбу. Город совершенно не рассчитан на пешеходов, по большей части он автомобильный, мало пешеходных зон, и всякая инфраструктура может находиться только лишь в торговых центрах и каких-то больших отелях. Где развлечь детей здесь можно найти, но это не будет развлечение на улице, скорее всего. Это будет либо какие-то торговые центры, либо аквапарки, либо океанариумы, что-то закрытое, в закрытых помещениях. Магазины есть, присутствуют супермаркеты, обычные, современные, большие, но также и есть стихийные рынки локальные. Но мы направляемся в отель. Завтра поедем подавать документы на визу США. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока-пока.